Это уже можно назвать отдельной рубрикой, которая называется «Самая маленькая диорама». И в начале 2022 года таких диорам было 3. Подобный формат работ мне очень нравится. Во-первых, потому что они делаются быстро, и не нужно придумывать огромное количество разных деталей, всяких мелочей, потому что, по сути, это и есть мелочь. Чисто технически нельзя добавить сюда много всего, и акцентируется внимание только на самом важном. При этом такие работы требуют даже больше аккуратности, чем обычно, и есть какая-то во всем этом магия. В следующей работе я очень много строил и столько же ломал, зачастую не специально. Она получилась весом около 7 килограмм и размером порядка метра. Это самая большая работа в этом году. Я даже никакого наброска не делал, просто из гипса и пеноплекса изготавливал детали и будь что будет. Получилось в итоге вот это. А эту работу можно назвать самой детальной. В течение всех 3,5 недель, столько она делалась, я подмечал детали, проезжая или проходя мимо мусорки. И осмотрев большое количество мусорок, деталей было подмечено столько, что даже пришлось выбирать, что добавить на диораму. И хоть результат мне понравился не полностью, потому что из-за большого количества деталей по цвету, по композиции все соблюсти было очень сложно, но процесс — это вот прям то, что я хотел бы делать. Ну, не ходить по мусоркам в смысле, а работать с таким количеством разных деталей. После 2 достаточно сложных работ требовалось немножко перевести дух и отдохнуть, и диорамы с корабликами и со смолой, они всегда у меня вызывают какое-то спокойствие, и именно поэтому эта работа была следующей. Идея была очень проста. Сделать модель, налить смолы и выложить лед из стекла. И по задумке наибольшего эффекта эта диорама должна была достигать при взгляде на нее сверху. Вот. Следующая работа — это, как в случае с мусоркой, один из первых шажков в сторону города. Если вы посмотрите, мои прошлые работы, все они связаны с чем-то абстрактным, с пейзажами, а здесь более точная локация и более точное время. Она была не очень сложная, за исключением, конечно, дерева. Дерево потребовало достаточно много усилий, но при минимуме материалов и различных техник получилось достаточно органично и не пусто. Вот прям как надо. Эта работа не была доделана до конца. Впервые я бросил все на середине, но зато она дала большой результат в том, что я просто из блокнота вычеркнул половину идей, которые примерно такие же, ни о чем и ни к чему не ведут. Природу на диорамах я всегда классически изображал в виде деревьев, кустиков и травки, а здесь пальмы. В конце года я всегда пытаюсь экспериментировать. Брать такие темы, которые выбьют меня из зоны комфорта, то, чего я до этого не делал. Джунгли плюс Вархаммер. Смесь получилась очень странная, работа не самая, конечно, лучшая, но то, что нужно, от нее я получил. Эта работа получилась самой далекой от первоначальной задумки, но у нее была самая благая цель — проработать ошибки, которые я допустил в работе с диорамой «Мусорка». В «Мусорке» мне очень не понравилось, что работа получилась однослойной, и здесь я пытался разделить все на слои, выделить основные детали, то есть растения, и отделить на задний план фон. Последняя диорама этого года — магазин. Там очень много деталей, но так как видео на канале еще не вышло, просто вот пару кадров. И надеюсь, что следующий год в плане творчества получится самым интересным, потому что там будут